Пенсионер идет мимо школы и видит, что рядом с ней стоит эскаватор, явно с целью сноса старого здания, и на него тут же нахлынули воспоминания. Он подходит к молодому экскаваторщику и говорит ему: «Сынок, а я ведь когда-то в этой школе учился. Столько лет прошло, а до сих пор не могу забыть. Ты даже не представляешь, какие воспоминания у меня с нею связаны». «Батя, это, конечно, все очень трогательно, но мне надо работать». «Подожди, не откажи старику в одной просьбе. У меня ведь есть одна мечта, связанная с этой школой». «Ну и?» «Дай мне по ней пару раз долбануть». Еврей, доехав до дома на такси, выходит молча из машины и начинает шарить по карманам, а под нос бормочет: «Чёрт, кажется, в машине кошелек выронил». Услышав это, таксист нажимает на газ и сматывается. Еврей, глядя вслед такси, ехидно говорит: «А Рабинович не врет, это правда работает». Учитель заходит в класс и видит, что два ученика ссорятся чуть не до драки. «Учитель, в чем дело?» «Да вот мы нашли десятку и решили отдать ее тому, кто соврет лучше всех». «Как не стыдно! Да я в вашем возрасте и не подозревал, что это такое – врать». В итоге десятку отдали учителю. Звонок в турагентство. «Вы Египет продаете?» «Да, конечно, продаем. Скажите, а какие курорты там есть?» «Шарм-эль-Шейх, Таба, Хургада». «Во, стоп, Хургада! Точно, Хургада подходит мне! Когда вы собираетесь поехать?» «А, нет, мы тут кроссворд разгадываем, спасибо вам, Хургада подходит». Москва. Армянин ловит машину. Подъезжает копейка. Армянин: «Проезжай». Подъезжает москвич: «Проезжай». Подъезжает Волга. Армянин садится в машину. «Ара, как тебя зовут, «Василий». «Слушай меня, Василий. Сейчас подъедем к гостинице, там меня будет ждать девушка. Ты скажешь: шеф, я свободен?» Я скажу: «Да, Василий, ты свободен». Ты скажешь: «Шеф, дай 100 рублей на бензин». Так мы и расплатимся. Понял? Понял, нет проблем. Подъезжают к гостинице. Армянин вышел, поцеловал девушку. Водила: «Шеф, я свободен?» «Да, Василий, ты свободен». «Шеф, дай 1000 рублей, а то что-то движок барахлит, надо на сервис загнать». «Ах ты, Василий, молодец!» На ликероводочном факультете экзамен. Заходит студент, препод ему наливает и спрашивает, что это. Студент пробует и отвечает: «Это Кагор, 20-летней выдержки, собран там-то» и так далее. Препод с удивлением: «А вот это?» «А это коньяк, столько-то лет выдержки» и тому подобное. «А вот это тогда?» «А это обыкновенный самогон, скорее всего ваш, домашний». Препод просто в шоке берет зачетку, открывает. «Тю ты, это опять с политеха пришли похмеляться». Пожар в женской бане. Приезжают пожарные, смотрят, около бани стоит мужик и ржет. «Опоздали вы, мужики, опоздали». «Как же опоздали, если баня еще горит?» «Баня-то горит, а вот голые бабы уже разбежались». Собрал Путин депутатов в Думе и говорит: «Россияне, мы великий народ». «Да». «Тогда давайте жахнем по Америке ядерной ракетой». «Ну, давайте жахнем». Собрали со старых советских складов боеголовки, примотали их изолентой. «Куда ее запустим?» «На Белый дом». «А почему на Белый дом? А мы других мест в Америке не знаем». Написали на ракете «на Белый дом», столпили всю Думу, завели ракету и, как фиганет, короче, местный Армагеддон. Дым, гарь, все валяются. Путин в пыли, в синяках оглядывается. Нифига себе, если у нас такое, то я не представляю, что в Америке творится. Мужик покупает билет на ЖД вокзале. «У вас билет до Урюпинска есть?» «Есть». «А боковая верхняя полка у туалета есть?» «Есть». «А передо мной табор цыганский билеты покупал. С ними в вагон можно?» «Можно. Только там еще и дембеля едут». «Давайте, самое то». Купил, домой приходит, жена с кухни выбегает и спрашивает: «Дорогой, ты билет маме купил?» «Не поверишь, последний урвал». Маршрутка. Заходит пьяный мужик. На вопрос водителя об оплате говорит, что у него нет денег. «На водку-то деньги были?» – спрашивает шеф. «Меня друг угостил», – оправдывается мужик. «А почему на дорогу не дал?» «Ну, почему же не дал?» «Дал». И вытаскивает из-за пазухи бутылку водки.
Мужик встречает бывшего одноклассника, ныне владельца магазина, и возмущается. «Слушай, я вот понимаю, что подорожали корма, топливо, и поэтому стало дороже мясо, яйцо. Я понимаю, что подорожало электричество и растительные жиры, и стала выше себестоимость производства масла, молока. Но как у тебя может подорожать китайская компьютерная мышь за полгода на 70%? Может, я, дурак, и чего-то не понимаю? Курс доллара так сильно вырос? Нет. Может быть, производитель резко поднял цены? Не угадал. Ну а чего тогда? Чем это ты можешь объяснить? Тем, что я хочу кушать мясо с яйцами и пить молоко. Говорят, что если мы не можем уснуть, значит мы кому-то снимся. И вот мне интересно, какая же скотина уже второй месяц сериал с моим участием смотрит? Очень грустный человек заходит в бар и заказывает виски. Бармен спрашивает у него, мол, что случилось? Моя жена изменяет мне с другим, и я ничего не смог с этим сделать, поэтому я собираюсь напиться в этом баре и откинуться. Сэр, извините, но я не буду помогать вам никаким образом, и, следовательно, виски вам не продам. А что бы вы сделали, если бы ваша жена вам изменила с другим человеком? Да я бы просто грохнул этого парня. Грустный человек внезапно широко улыбается и выбегает из бара. Через час он довольный возвращается в бар и садится за стойку. Бармен спрашивает: «Так ты что, все-таки прибил того парня?» «Нет, я только что переспал с твоей женой, а теперь виски, пожалуйста». Обычно девочки любят куколок, а мальчики – красивые машинки. Но это только до 15-18 лет. Потом все становится наоборот. В сельском клубе идет лекция о вреде пьянства. Вот представьте себе, мы поставили перед коровой ведро с водой и ведро с вином. Как вы думаете, какое она предпочтет? Ведро с водой, раздается голос из зала. Правильно, радуется такому контакту с залом лектор. А почему? Да потому что ведро с вином я заберу и выпью. Вызвал султан как-то вечером своего слугу и говорит ему: «Приведи ко мне мою первую жену». Ну, тот привел, через некоторое время опять султан зовет его: «Приведи теперь мою вторую жену». Ну, тот опять привел. Еще через некоторое время потребовал султан третью, четвертую, пятую, десятую. В общем, гонял слугу за женами всю ночь. Уже под утро, приведя очередную жену, вконец измученный слуга говорит: «Султан, ты, наверное, скоро помрешь». «С чего бы это?» «От переутомления. Я за твоими женами задолбался всю ночь бегать, а ты ведь их всех еще и тарабанишь. Организм таких нагрузок не выдержит». «Глупец», – ответил ему султан, – «запомни, умереть можно от глупой беготни, а не от любимой работы». Встретились две подруги-секретарши. «Ты так хорошо выглядишь. Откуда у тебя новая шуба? У меня директор такой выдумщик. Отлюбит меня спереди, говорит, в норку, и дарит норковую шубу. А если взад, говорит, в дупло, и дарит беличью шубу. А мой жлоб даст раз в месяц за щеку и за питание зарплаты высчитывает». Стоит Мерседес на светофоре, сзади в него влетает не успевшая притормозить копейка. Владелец Мерседеса, новый русский, выбирается из своего авто и движется по направлению к копейке, из которой выглядывает некто, выглядящий как типичный инженер, новый русский. «Что делать будем?» «Знаете ли, эти новые Мерседесы, в них есть такая возможность, в общем, если подать в выхлопную трубу сжатый воздух, то все вмятины сами собой расправляются». Озадаченный новый русский, тщетно поискав соответствующий насос, пристраивается к выхлопной трубе и дует туда, что есть мочи. Инженер под шумок скрывается. Мимо едет еще один Мерседес, останавливается. Из него выходит такой же новый русский и спрашивает, давясь от хохота: «Ты чего это, браток, делаешь?» «Да вот, понимаешь, в натуре тут вмятину на бампере видишь?» Так вот, сказали, что если дуть в выхлопную трубу, то вмятина реально выправится. Второй еще громче смеется. «Ну, чё ржёшь-то? Так ты сам подумай, как вмятина выправится, если у тебя все дверцы открыты?» Попал в камеру новоиспеченный уголовник. Правил не знает, все остальные старые зычары. Вот принесли обед, капуста с водой. Ну все давай жрать. А новичок носом так покрутил, отодвинул миску и громко сказал: «Чё это вы капусту жрете, как козлы?»
После секундного обалдения новичка сильно побили. Лежит он, сопли утирая, и спрашивает, мол, за что? Ну, пахан все ему объяснил. Новичок с обидой говорит: ну, так бы и сказали, а то сразу набросились, как мухи навозные на сахар. Едет мужик, никого не трогает, как вдруг его тормозят сотрудники ГАИ. Ваши документы? Степан Иваныч, а чего глаза такие красные? Выходные отдыхать надо. Да, отдыхал как раз, с друзьями в бане. Поди с девочками? Да нет, чисто мужская компания. А, значит, с пивом да с водочкой. Да нет, ничего не пили. Ну, пойдемте, подышим в трубочку. Пойдемте. Трубка показывает, что водитель абсолютно трезв. Возвращают гаишники документы и говорят: хреново отдыхаете, Степан Иваныч. У нас рекордно низкая безработица, близка к нулю, и продолжает снижаться. Но может ли безработица быть ниже нуля? Конечно, некоторые на 2 работах работают. Мужик приходит в аптеку и спрашивает, есть ли что-нибудь от запора. Фармацевт отвечает: да, есть, но это очень сильное средство, поэтому необходима точная дозировка. И так, от прилавка до двери аптеки 5 метров. Берет флакон и наливает туда немного красной жидкости. Какое расстояние от двери аптеки до вашего дома? Ну, метров 400. Фармацевт добавляет во флакон синей жидкости и спрашивает: а какое расстояние от двери вашего подъезда до туалета? Сначала я должен открыть дверь подъезда, затем подняться по лестнице на 3-й этаж, открыть дверь квартиры, пройти весь коридор, метров 50 получается. Фармацевт, добавив во флакон еще немного желтой жидкости и все перемешав, протягивает флакон мужику и говорит: вот, выпейте это и идите домой, не теряя времени, а завтра снова зайдите ко мне. На следующий день мужик приходит и говорит: как фармацевт вы, конечно, настоящий профессионал, ваше лекарство отлично подействовало, но вот математик из вас никудышний, вы ошиблись на целых 100 метров. В детстве я мечтал, чтобы меня украли инопланетяне и показали мне вселенную. Сейчас я мечтаю, чтобы меня украли инопланетяне и вылечили мой артроз, вставили зубы и сделали коррекцию зрения. Выбрали Чапаева президентом, а Петьку сделали премьером. Бился Василий Иванович с коррупцией, и свобода лучше, чем не свобода, говорил, и гражданское общество создавал, и ментов-понтов переименовывал. А ничего у него не получается. Воруют, даже еще больше, чем раньше. Тем более, что сидеть по экономическим статьям теперь практически не приходится. Устал Чапаев, разочаровался и поехал к подруге Ангеле на российский народ жаловаться, а Петьку за себя пока ставил. Возвращается он через месяц и нарадоваться не может. Чиновники вежливые, взяток не берут, работают быстро и аккуратно. Гаишники не баблосы собирают по кустам, а на перекрестках палками машут, пробки разгоняют. Генералы не дачи руками солдат строят, а по полигонам бегают, солдат в атаку за собой ведут. Врачи операции делают бесплатно, а при виде пухлых конвертов прячутся в ординаторских и запираются на ключ. А народ вместе с ОМОНовцами каждую субботу выходит на согласованные демонстрации, желать долгие лета власти. Лепота! Вызвал тогда Чапаев к себе Петьку, обнимает, целует, шубу с президентского плеча, из Германии привезенную, дарит и самым большим орденом награждает. И, наконец, спрашивает: ну а теперь колись, Петька, как ты за месяц достиг того, чего я за все годы добиться не смог? Выкладывай, Петька, свою военную тайну. Да нет у меня никакой военной тайны, Василий Иванович. Человек я малограмотный, про свободу и несвободу ничего не знаю, дебет с кредитом путаю, но вот с пулеметом Максим управляюсь в совершенстве. Поэтому я просто приказал в каждом учреждении поставить по 2 пулемета с полными коробками лент. И чуть где кто честно жить не хочет, очередью его, очередью. Молодец, Петька, продолжай дальше. Только вот я одно не понял, а почему 2 пулемета-то? Да пробовал я одним обойтись, Василий Иванович, но несподручно, все время перегревается. Муж с женой занимаются любовью. Жена хочет разнообразия. А давай как будто подождем. Возьми лейку и поливай мне спину. Муж поливает ее и занимается делом. Ну как так? Дождь идет, а молнии нет. Муж подвигает торшер и одной рукой дергает веревку. Второй поливает из лейки. Грома не хватает. Тащи таз. Муж одной рукой дергает веревку, второй поливает из лейки, ногой стучит в таз. Затем бросает все и орет: да кто же, мля, чпокается в такую погоду?
Едет мужик, смотрит, девушка стоит на обрыве, прыгать собралась в воду. Он по тормозам и давай ей орать. Что вы, детка, не вздумайте этого делать. Вам не понять, у меня такая депрессия, жить не хочу. Все, прыгаю. Постойте, я моряк, я проведу вас на пароход, упрячу в трюме. Мы приплывем в Париж, вы увидите Лондон, Рим. У вас пройдет депрессия, и вы будете жить долго и счастливо. Ну, уговорил он ее. Привел на корабль, и они поплыли. Каждый вечер наведывался к ней в трюм, приносил еду. Ну и от нее в благодарность получал пару минут любви. Проплыли они так недели 2. И вот однажды капитан, делая обход, нашел ее в трюме. И взмолилась девочка. «Умоляю вас, не увольняйте морячка. Он такой хороший, он мне жизнь спас. У меня была такая депрессия, я почти ушла на тот свет, а он привел меня сюда. Обещал, что я увижу Лондон, Париж, Рим и вновь обрету счастье». А капитан в ответ: «Какой нафиг Лондон, мадам? Какой Париж? Это рыбацкое судно. Мы каждый день отплываем рыбу ловить и под вечер обратно возвращаемся». Старенький еврей-маляр получил предложение от одной семейной пары покрасить комнаты в доме. Начал он со спальни. Вечером хозяин дома решил проверить его работу и со словами, что краска на стенке выглядит уже высохшей, приложил к ней руку. Каково же было его расстройство, когда на свежеокрашенной стенке появился отпечаток его руки. Его жена, Роза, постаралась успокоить его, уверяя, что завтра маляр закрасит пятно. Прибыв на следующее утро, старик-маляр стал размешивать краски, чтобы начать красить в кухне, но его занятие прервала Роза. «Прежде чем вы начнете красить в кухне, я прошу вас пройти в спальню. Я хочу показать вам место, куда мой муж положил руку прошлой ночью». «Прошу вас, мадам, я уже старый человек. Если вы хотите сделать мне приятно, лучше дайте мне стакан чая с лимоном». В воинскую часть приехал проверяющий. Ну, естественно, траву и деревья покрасили, в казармах навели порядок. Зашел он в казарму, тоскливо оглядел все и говорит: «Вроде плохо». И направился на 2-й этаж. Там расставили знамена на каждом шагу. Все сверкает. Посмотрел он на это дело и говорит: «Вроде плохо». Народ не знает, что и делать, но тут один прапорщик быстренько подносит проверяющему стакан водочки, огурчик. Тот выпил, закусил, перевел дух и говорит: «Вроде полегчало». Жили-были 3 брата, была у них корова. Доили ту корову, молочко продавали, теми жили. Только вот как-то раз возьми корова и помри. Вот и пошли 3 брата по миру правды искать. Долго ли, коротко ли, но дошли они до берега морского. А сидела, надо сказать, на том берегу русалка прекрасная. Вот и говорит старший брат: «Русалка-то колдунья, попрошу-ка я ее, пусть даст нам золото, глядишь, и выйдет чего». И пошел к русалке: «Дай нам золота немного, милая девица». А русалка ему в ответ: «А 3 раза сможешь со мной? Дам вам столько золота, сколько захотите». На то мы сошлись. Поднатужился старшой, поднапружился, но на 2-й сломался. Кинула его русалка в море. Ну что же, пошел средний брат, но и тот не осилил, и его утопила гадость морская. Настал черед младшенького. Подходит он к русалке и говорит: «А какие, красавица, условия-то?» «Да прежние, молодец, 3 разика всего». «А чего ж так? А 4 можно?» «Можно», удивилась русалка. «А может 5? Ну, нахал, но можно и 5. А 6, 7, 8? Можно. Ну, я надеюсь, ты не закончишь, как наша корова, а то она после 6-го раза померла». Ночь. Сидят 4 старика и водку пьют. Уже все тосты сказаны. Один из них стоит, долго думает и начинает. Жила-была единственная дочь короля. Однажды она забеременела, а никто не знает от кого. Проходит время, а она рожает. Король запрещает ей выйти из замка. Через некоторое время она снова забеременела. Никто даже не знает, кто может это сделать. Она рожает, а король ее оставляет запертой в высокой башне со сторожами. Через 1-2 месяца она снова забеременела. «Да заканчивай же ты, Витек, нам уже пора пить. Пьем эту рюмку за Карлсона, который живет на крыше». Пришла женщина на прием к гинекологу. Врач сидит и что-то сосредоточенно пишет. Женщина поздоровалась, а гинеколог, не глядя на нее, говорит: «Проходите, раздевайтесь». «Как раздеваться?» «Ну, как дома». И дальше что-то пишет.
Женщина говорит: «Доктор, я разделась». Врач, не глядя на нее, отвечает: «Ложитесь». Как ложиться? Ну, как дома, когда спите. Потом, подняв голову: «Господи, да где ж вы так спите?» «У нас с мужем Запорожец, в нем и спим». Сын приехал из армии на побывку домой. Отец: «Ну, как тебе армия?» «А, хренотень». «О, как это? Завтра утром увидишь». На утро колокольный звон по деревне. Все к церкви сбежались. Солдат спустился с колокольни. «Так, мы с отцом в лес за дровами пойдем. Остальные разойдись». Сидит на лавочке в парке старичок и горько плачет. Молодой человек подходит и спрашивает: «Дедушка, вас кто-нибудь обидел?» «Нет, все у меня хорошо. Я на пенсии, у меня много денег, огромная квартира, прислуга и 25-летняя красавица-жена, которую я люблю и чпокаю по 2 раза в день». «Тогда чего ты плачешь, старый?» А дед со всхлипом отвечает: «Я забыл, где я живу».